Всем привет, с вами Виктория Ню. В этом видео у нас товары с торговой площадки Валберес. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу, в котором представлены те товары, о которых пойдет речь в данном обзоре. Тут у нас три светильника, так вот по мелочам для кухни что-то, для дома. А также мы с вами сравним два чая «Молочный улун». Если вдруг вас что-то заинтересовало, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Начать хочу с большого светильника, а точнее люстры. Коробка полностью в кадр не попадает, но вся необходимая информация, которая есть на коробке, в принципе, вот указана. Открываю коробку, тут все очень хорошо упаковано, каждая деталь прям в отдельном пакете, еще вот там где-то пупырка. В общем, все пришло в целости и сохранности. В комплектацию входит все необходимое для того, чтобы собрать эту люстру. Схема сборки также прилагается. В большой коробке еще такая маленькая коробочка, в которой 6 плафонов. 3 плафона серые и 3 плафона голубые. Нам нужна была люстра именно в таких цветах, но на самом деле у продавца представлен просто огромный ассортимент. Там и люстры, и светильники, напольные, потолочные, настенные, там торшеры, в общем, чего там только нет, глаза разбегаются, если честно. Кстати, собрать люстру я смогла самостоятельно, без посторонней помощи, ну а уже подключал к электричеству ее специалист. Несмотря на свои габариты, люстра не тяжелая, тип цоколя Е14, максимально допустимая мощность 40 Вт. Кстати, такая люстра способна осветить площадь до 18 квадратных метров. На мой взгляд, такая люстра в классическом стиле отлично подойдет и в спальню, и в детскую комнату, и даже на кухню. Ну и вот так вот она выглядит уже в собранном виде. Кстати, стоит отметить, что если вкрутить лампочки с теплым светом, то серые плафоны, они, знаете, такие вот, горят уже таким золотистым цветом, а голубые плафоны такие, ну, в зеленцу уходят. Вот сейчас на видео это очень хорошо видно. Ну, а вот так эта люстра смотрится в нашей комнате. Конечно, 6 лампочек обеспечивают отличное освещение. Ну и сама люстра, конечно же, придала уют этой комнате. Следующий товар – это умная настольная лампа, то ли от Xiaomi, то ли от Philips, я не знаю. Наверное, оба бренда работали над созданием этой самой лампы. Тут также добротная коробка, все отлично упаковано, при транспортировке абсолютно ничего не пострадало, все пришло в целости и сохранности. Прямо из Китая. Помимо лампы в коробке есть инструкция по применению, но лампа очень проста в использовании, поэтому инструкция особо не нужна. Тут такие прорезиненные вставки для того, чтобы лампа не скользила по столу. Ну и вот, собственно, сама лампа высокая, ее можно, ну, вот так вот прогнуть, выгнуть, не знаю даже как вот именно направить на ту часть стола, которую вам нужно осветить. Также продавец позаботился и приложил такой вот переходник для евророзеток, провод 1,5 метра длиной. Ну, на мой взгляд, этого вполне достаточно для того, чтобы подключить лампу к розетке. Кнопок как таковых у данной лампы нет. Переключение, включение, все ну, вот таким вот легким нажатием осуществляется. То есть, ну, то есть такое тут сенсорное, да, управление. Производители утверждают, что благодаря множеству испытаний во время разработки вот этого самого светильника удалось добиться полного устранения синего свечения и мерцания лампы. За счет этого, то есть у вас не будут напрягаться глаза ваши, то есть болеть и все такое прочее, уставать. То есть излучаемый свет однородный, мягкий. Если быть точнее, тут вот тоже, если говорить о цветовой температуре, то она равна 3700 кельвинов. У этой лампы есть такая сенсорная кнопочка автоматической настройки яркости. То есть
Она поддерживает несколько режимов яркости и может самостоятельно настраивать ее значение в соответствии с окружающим освещением. То есть, если у вас за окном темнеет, то освещение от лампы становится ярче. Ну, то есть и лампа постоянно поддерживает, ну, будет поддерживать в этом режиме определенную яркость. За счет того, что лампа высокая, она освещает большую площадь и на столе много места не занимает. Ну, для школьников, для тех, кто очень много времени проводит за рабочим столом, на мой взгляд, это отличный вариант. Ну, еще один светильник, а точнее детский ночник для сна. Он беспроводной и, что немаловажно, ударопрочный. Упакован в коробку. Также в коробке есть инструкция по применению и, ну, такой вот коротенький провод. Ну, прям не совсем коротенький, но тем не менее. Самого блока питания в комплектации нет. У продавца этот светильник представлен в двух вариантах. Вот медвежонок и котик. Тут, значит, одна только кнопка, она же вкл, она же выкл, и есть отверстие для USB-зарядки. По заявлению производителя, светильник выполнен из гипоаллергенного безопасного силикона. И то есть ребенок может и мять этот светильник, и грызть даже его. Ну, не знаю, кому это, правда, нужно грызть этот светильник, но тем не менее. При этом тут нет никаких острых углов, и сам светильник, он не нагревается от слова абсолютно. Во время зарядки ну, мигает такой вот красный датчик. Как только этот датчик перестает мигать, то есть светильник заряжен. У светильника три режима: тусклый белый свет для новорожденных младенцев, плавная смена цветов, также есть режим одного зафиксированного цвета. Для того, чтобы поменять режим, вам нужно просто активировать датчик сотрясения, такой сенсорный, то есть немножко так потрясти светильник, и то есть режим поменяется. Мне понравился режим с плавной вот этой вот сменой оттенков. Очень красиво. Следующий товар – это метеостанция с термометром и выносным датчиком. Но на самом деле метеостанция – это прям вот очень громко сказано. Этот товар мы приобрели уже 10 месяцев назад, и он отлично работает до сих пор. Тут вот с задней стороны есть такая отверстие для того, чтобы можно было подвесить эту метеостанцию. Работает он, кстати, от одной мизинчиковой батарейки. Батарейку не меняли, вот как вставили, так вот до сих пор и не меняли. И тут, знаете, была еще такая ножка выдвижная, да, которую можно было выдвинуть и вот эту метеостанцию поставить. Но эта ножка сломалась вот на первый же день. Вот она сразу в руках при получении прямо и поломалась, потому что сам пластик, он очень хлипкий, очень. Тем не менее, вот эта вот метеостанция, да, вот этот термометр, он работает и работает, в принципе, хорошо. Основной критерий, по которому мы выбирали такой вот датчик, это были большие цифры. Вот, собственно, тут они большие, их хорошо видно. А вот этот датчик, который выводится на улицу, то есть через окно его можно вывести, отлично работает, все замечательно показывает, причем тут провод довольно длинный, да, тут больше 2 метров он. Помимо температуры в помещении и на улице, также ну, эта метеостанция показывает влажность воздуха, и тут есть часы. Но нам на самом деле часы не нужны, к тому же тут еще такие мелкие цифры. Поэтому мы исключительно пользовались, ну, просто смотрели, какая температура за бортом и непосредственно в комнате. Тут также можно зафиксировать, да, определенную, ну вот, определенные показатели. Можно переключать с Цельсия на Фаренгейт. Ну, то есть разобраться тут несложно. Единственное, то есть вот эта вот подставка только вот сразу сломалась. Тем не менее, ну вот я там нашла такие ножки,
который приклеила на двухсторонний скотч, и теперь вот эта метеостанция у нас стоит. Как я сказала, провод длинный, и вот таким образом вывели на улицу этот датчик, и теперь, ну, собственно, датчиком вообще проблем абсолютно никаких нет. В принципе, устройство со своей задачей справляется, но вот есть такой небольшой косячок. Дальше речь пойдет о силиконовой форме для мороженого. И тут такая коробочка, яркая, красочная. Ну, тут сама форма для создания, для замораживания 4 порций мороженого. У продавца такие формы представлены и на 6 порций мороженого, и на 10 порций мороженого. По заявлению продавца, пищевой силикон, из которого изготовлено изделие, отличается гибкостью, устойчивостью к высоким и низким температурам. Конечно же, такие силиконовые формы подойдут не только для заморозки мороженого, можно использовать и для кулинарных экспериментов, также можно в творчестве использовать, например, для создания домашнего мыла. Но мы брали именно для мороженого, для фруктового льда, для щербетов, ну, в общем, таких вот различных замораживающих десертов. Для нас самым главным было то, чтобы уже замороженный продукт было легко извлечь из этой самой формы. В общем-то, поэтому мы и остановились на силиконовой форме. И давайте посмотрим, насколько легко можно достать в данном случае замороженный сок. Видите, вот одной рукой. Абсолютно спокойно. Это вот прям вот только достав с морозилки, то есть не нужно там немного ждать или там в теплую воду опускать форму. Все легко достается. На палочках, которые идут в комплекте, уже замороженный продукт очень хорошо крепится, ну то есть не выскальзывает продукт, не падает, ну то есть все отлично, замечательно. Сама форма легко моется под проточной водой, помыли, заново наполнили в морозилку и вот так вот конвейером, в общем, у нас все это дело происходит. В общем, данные формы полностью оправдали наши ожидания. Следующий товар у нас работает уже год, и можно сказать, что этот товар проверен временем. Это капучинатор с насадками. Тут всего одна кнопка вкл-выкл, переключение скоростей, и есть отверстие для зарядки USB. Кстати, в комплект входил также вот такой небольшой провод. Аккумулятора самого в комплекте не было. Тут две насадки. И вот этой насадкой можно взбить, ну, например, одно яйцо, да, для яичницы. Первой насадкой мы особо не пользовались. И вот вторая насадка это уже для того, чтобы взбивать сливки. Ну, она, собственно, у нас основная, и ею мы в основном и пользуемся. Для того, чтобы включить данный капучинатор, нужно нажать на единственную кнопку и подождать 3 секунды. После этого он включится и будет работать в первом режиме. Первый режим это для взбивания яиц и детской смеси. Второй режим для создания густой кофейной пенки и третий режим для получения кремообразной консистенции. При переключении режимов у нас загораются разные индикаторы. То есть первый режим красный цвет, второй режим ну такой вот светло-зеленый и третий режим темно-зеленый. Для того, чтобы выключить капучинатор, нужно опять-таки нажать на единственную кнопку и подождать 3 секунды. Он сам выключится. В комплекте тут также шла такая подставка, на которую можно повесить ну, насадку одну и сам капучинатор. Собственно, вот в таком виде он и стоит у нас на кухне. Для того, чтобы полностью зарядить устройство, понадобится где-то примерно часа 2, а заряда хватает очень надолго. Ну, мы, правда, очень редко заряжаем этот капучинатор. Когда мы вставляем провод, загорается красный индикатор. Когда капучинатор полностью зарядится, индикатор меняет свой цвет на зеленый. До этого у нас был другой капучинатор, он слабенький такой был и плохо справлялся со своей задачей, к тому же быстро вышел из строя, но этот вот действительно уже год работает и все замечательно. Тут я беру сливки,
Просто у меня лактозная, ну как, непереносимость, поэтому я использую такие растительные сливки. И давайте посмотрим, как капучинатор взбивает эти самые сливки. Эту часть видео я не ускоряла, не монтировала. То есть сначала я взбиваю сливки на первой скорости, потом вот буквально включаю вторую скорость, и все, сливки просто выливаются. Обычно я это делаю в такой в металлической молочнице, но вот в этот раз решила взять стеклянную для того, чтобы вы видели просто насколько хорошо взбиваются эти сливки. Кстати, сами сливки в баночке это баночка от других сливок. Просто я оставила баночку и туда уже засыпала другие сливки, которые очень прям хорошие. Ну вот, буквально несколько секунд, и пенка для кофе готова. Не знаю, как вы, но я вот люблю вот так вот заморочиться. Кофе я пью без сахара, но обязательно со сливками. Да, вот почему-то без сахара могу, а вот без сливок никак. И поэтому мне при этом еще нужно много сливок, прям побольше, побольше. В моем напитке больше сливок, нежели самого кофе. Но, тем не менее, вот так вот. В общем, если вам нужен хороший капучинатор, присмотритесь именно к этому. Я посмотрела, он на Валберес у этого же продавца также и представлен. Ну, а вот, собственно, те самые сливки, которые я взбивала. И тут моя Сэмми, как говорится, тут как тут, сразу же прибежала, что тут такое вкусненькое показывают. Это растительные сухие сливки, вес 500 грамм, срок годности 24 месяца. Вся необходимая информация есть на упаковке. Страна-производитель Корея. Минимальная температура хранения 0 градусов, максимальная температура хранения плюс 25 градусов по Цельсию. Также хранить эти сливки нужно при влажности воздуха не более 75%. Данные сливки подходят также для выпечки. У них очень такой насыщенный молочный вкус, такой ярко выраженный. И, ну вот, как вы видите, такой мелкий порошочек, который очень быстро растворяется без каких-либо комочков. Ну, а то, как они взбиваются, вы уже видели. Причем, заметьте, я взбивала не миксером, а просто капучинатором, да, то есть и они очень хорошо взбиваются. Следующий товар – это зеленый чай молочный улун. Тут у нас чай без консервантов, без усилителей вкуса, 250 грамм продукта, срок годности 12 месяцев. В общем, на этикетке есть вся необходимая информация. Данный чай крупнолистовой. При заваривании все листочки очень хорошо раскрываются. По цвету тоже тут все хорошо. Ну и, собственно, мы этот чай с вами сравним с другим представителем от другого производителя. Также зеленый чай, молочный улун. Только тут уже такая вот баночка с жестяной крышкой. Тут есть также пластиковая крышка. То есть, когда вы открыли вот эту жестяную крышку, то есть можно закрывать эту баночку пластиковой крышкой. Тут в баночке 200 грамм продукта, и по описанию продавца тут тоже только вот зеленый натуральный листовой чай, молочный улун, без каких-либо ароматизаторов и добавок. Этот чай, так же как и предыдущий, действительно крупнолистовой. При заваривании все листочки хорошо раскрываются, то есть это все хорошо видно. Просто вот этот первый чай я приобретала уже неоднократно. Этот чай решила впервые попробовать, потому что, ну вот, очень хорошая характеристика, прям такая была описана продавцом, что я не устояла, так как люблю молочный улун, заказала. К тому же первого чая сейчас нет в наличии, и в любом случае придется искать замену. Тут я показываю, что я взяла пакетики для чая и по ложечке буквально поместила в них ну вот, заварку. Температура воды в чайнике 88 градусов. Заливаю чай. Взяла тут одинаковые кружки. Оставляю буквально на 2-3 минутки. Ну, закрываю крышками и оставляю. Пускай немножко, ну так вот, пропарится. Через 2-3 минуты я открываю крышки, и теперь вот эту вот первую воду нужно слить для того, чтобы зеленый чай не горчил.
Сливаю воду и заново заливаю, опять-таки, кипяченой водой, ну, тоже где-то примерно 80 градусов. Накрываю крышками, и вот теперь уже через, там, опять-таки, 2-3 минуты можно будет насладиться, ну, действительно насладиться, если чай хороший, вот этим вот ароматом и вкусом чая «Молочный улун». Ну, а теперь давайте сравнивать. В принципе, оба чая очень хорошо заварились. Но самое главное, чай, который справа, хотя продавцом заявлено, что там нет ароматизаторов и никаких там вкусовых добавок, на самом деле они там есть, и они очень сильно чувствуются. Чай слева действительно без добавок, это, знаете, такой вот прям мягкий, деликатный такой вот сливочный вкус, очень-очень мягкий, еле уловимый. Вот именно такой и должен быть в хорошем чае молочный улун. К тому же обратите внимание на цвет. Чай, который слева, вот он, знаете, он такой янтарный, да, ну то есть вот такой красивый, имеет янтарный оттенок. Чай, который справа, он, знаете, имеет такой какой-то зеленовато желтый, ну вот такой вот цвет. Ну вот, собственно, вот, пожалуйста, вам и разница. В общем, если продавец не завезет в ближайшее время чай, который слева, мне придется искать что-то другое. Если у вас есть хороший чай на примете, пожалуйста, поделитесь ссылочкой, буду очень вам признательна. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. А я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!